Привет всем, это Руслан Левиев и первая сводка в августе. Сегодня мы с вами будем много обсуждать текущее состояние войны, что она представляет из себя по состоянию на конец лета 2025 года. В Сумской области продолжаются бои, и судя по геолокации российских ударов реактивных систем залпового огня и авиации, украинским войскам удалось продвинуться дальше на север от недавно освобожденных населенных пунктов Кондратовка и Андреевка. И вроде как даже начались бои за Алексеевку, которая находится чуть восточнее Андреевки. Некоторые Z-каналы пишут, что украинское командование выделило на это направление подразделение сил специальных операций Украины, то есть элиту вооруженных сил. Харьковская область и северское направление снова отметились кадрами боев с применением тяжелой бронетехники. В Харьковской области мы опять видим, как по лесопосадкам с российскими солдатами работал украинский танк и 2 бронетранспортера. Причем по танку прилетал российский дрон, но его защитило дополнительное бронирование, которое на жаргоне называют по-простому «мангал». На северском направлении была российская атака с применением целой колонны бронетехники. 6 танков, 3 бронетранспортера, 6 гусеничных вездеходов МТЛБ. Также в атаке участвовали штурмовики на 41 мотоцикле. Обе атаки – очень редкие по нынешним временам события. Некоторые пропутинские деятели пишут, что это потому, что российское командование бережет технику, что она слишком дорогая, дороже солдат. Но я считаю, что это бред. Главная причина, почему бронетехника редко применяется российской стороной, потому что ее очень мало. Тем более, что массовое и постоянное применение бронетехники России прямо сейчас дало бы очень заметные результаты по причинам, которые мы обсудим позже. И это явно важнее каких-то денежных экономий. Помимо того, что северское направление последние недели полторы дает нам регулярно кадры применения бронетехники, так еще в начале этой недели появились кадры танкового боя. Да-да, танкового боя. Даже по меркам второй половины 2022 года такое событие было исключительной редкостью. Что уж говорить про лето 25-го. Примечательно, что в этом сражении украинский танк был не замангаленный, то есть без всех вот этих вот решеток снаружи наваренных. Таким, какие были танки до массового применения дронов. А вот российский танк был, наоборот, замангаленный, танк-сарай. И с одной стороны, все эти мангалы помогают защищаться от угрозы беспилотников. С другой стороны, это резко ограничивает обзорность для мехвода и маневренность танка, способность быстро прицеливаться и вести огонь. Поэтому победителем сражения вышел украинский танк. Тем не менее, в целом надо отметить, что российские войска последнюю неделю усиливают давление на северском направлении, подходя к окраинам самого города. Самая обсуждаемая тема недели – это, безусловно, Часов Яр. В середине недели Минобороны России заявила, что захватила город полностью. Мы привыкли к тому, что российское военное ведомство любит делать заявления в кредит. И я чаще всего комментирую такие заявления словами «ну, подтверждения этому мы пока что не видим». Иногда в качестве подтверждения предъявляют видео, где какой-нибудь один российский пехотинец в случайной точке населенного пункта показывает российский флаг беспилотнику. На такое я отвечаю, что это неубедительно, потому что в текущих реалиях войны почти всегда есть возможность вот так проскользнуть в тыл украинских сил и попозировать для беспилотника. Но в случае Часова Яра показали кадры демонстрации российского флага в нескольких разных точках микрорайона Шевченко, который оставался последним под контролем ВСУ. У нас в команде нет консенсуса по этому поводу, и большинство моей команды считает, что пока рано утверждать, что населенный пункт захвачен полностью. Лично я в этом плане несколько более скептичен. Все-таки одно дело – один добежавший до тылов штурмовик, и совершенно другое дело – несколько групп в разных точках. Уж как-то слишком свободное проникновение в тылы получается. Тем не менее, мы с командой как минимум сошлись на том, что в Часовом Яру не осталось районов под контролем украинских сил. А микрорайон Шевченко, если не захвачен полностью, то в ближайшие дни и недели, очевидно, будет захвачен. Для меня важным моментом является то, что российские штурмовики хоть и были предположительно убиты после всех этих кадров флагов тыков, тем не менее, они присутствовали там на земле, в то время как украинские силы пытались их выбить только с помощью беспилотников. Никакой украинской пехоты или бронетехники мы там не видим. На Покровском направлении ситуация осложняется. Сейчас все внимание нас, как сторонних наблюдателей, на восточный фланг этого направления, где российские войска продвигаются под направлением от села Разино на город Родинское, который является важным логистическим путем снабжения украинских сил в Покровске. После захвата Родинского темп на Покровском направлении может резко поменяться. Это то, что военный аналитик Майкл Кофман называет ситуацией сначала постепенно-постепенно,
а потом внезапно. Имеется в виду, что сначала мы на протяжении длительного времени видим, как российские войска медленно продвигаются, потом происходит некий ключевой момент, после чего развитие ситуации резко ускоряется. Так же было и на Курском направлении весной, когда сначала российские войска долго пробивались в сторону границы двух стран, затем смогли дойти до села Свердликово в Курской области, взять под огневой контроль трассу снабжения украинских сил в районе сел Басовка и Новенькая Сумской области, после чего темп резко ускорился. Особенно в последнюю неделю вы могли встречать много публикаций о том, что российские солдаты в Покровске и на юге Часового Яра – это просто диверсионные группы. Кадры флаговтыков не более чем пиар-акции. Потому что вот, посмотрите, как весело мы их убиваем, все они отправились на эту акцию в один конец. Мое мнение заключается в том, что все такие публикации – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Это копиум, то есть попытка успокоить себя такими заверениями. Я считаю, что это никакие не диверсионные группы. Это обычные российские штурмовики, которые проскальзывают мимо украинских позиций. А так называемые пиар-акции постепенно заканчиваются продвижением российских сил и захватом новых территорий. На этой неделе начали появляться публикации от хорошо знакомых нам западных военных аналитиков, которые съездили в очередную поездку в Украину. Я говорю про Майкла Кофмана, Роба Ли, Франца Штефана Гади и Конрада Муздыку. Они в такие командировки в Украину ездят примерно каждые 3 месяца и изучают обстановку на передовой. В прошлой сводке я вам рассказывал о своей личной гипотезе, рабочей теории о том, что представляет из себя война сейчас. Что из-за острой нехватки личного состава фронт становится сильно разреженным. И поэтому мы будем регулярно видеть вот такие проскальзывания мимо позиций друг друга. Во-вторых, мы больше не увидим полноценных окружений и котлов, как это может рисоваться в вашем представлении. То есть, допустим, с последующей массовой сдачей в плен или попытками колонн вырваться из окружения и так далее. Так вот, упомянутые мной западные коллеги фактически подтвердили все мои догадки. Теперь это не просто какая-то гипотеза, а факт. Более того, каждый из них упомянул случай, когда они видели, как километр линии фронта с украинской стороны держали 6-8 человек. Не 68, а 6-8. То, что в армейских терминах называется отделением, то есть самой маленькой структурной единицей. Отделение – это обычно как раз от 9 до 12 человек. По боевым уставам такое количество солдат должно держать 50, может 100 метров фронта, но никак не километр. На километр должна выделяться как минимум рота, то есть порядка 150 человек. А когда у вас километр держит отделение, то, конечно, мимо вас может хоть авианосец проскользнуть незаметно. Роб Ли и остальные рассказывают, что у типичной украинской бригады, развернутой на передовой сейчас, только 10% от личного состава составляют боевые должности, то есть пехота. И это катастрофически мало. Для нормального ведения боя нужно, чтобы 40% от личного состава были именно боевые должности. А сейчас же 90% – это различные тылы, обеспечение, связь и так далее. Более того, они говорят, что украинским пехотинцам дают приказы не вступать в бой с противником, если при этом украинские солдаты находятся на укрепленной позиции. То есть в окопе, блиндаже, подвале каком-нибудь и так далее. Такой приказ дается потому, что если они вступят в бой, то, может быть, они и убьют противника, но с большой вероятностью они также при этом раскроют свою позицию. И вот тогда по ней полетят российские FPV-дроны, планирующие авиабомбы и минометные мины. И позицию просто разнесут. Вместо этого, если противник проходит мимо, нужно его пропустить и передать данные операторам украинских беспилотников, которые уже и будут выслеживать проникших в тылы российских солдат и забрасывать на них боеприпасы. Задача же украинской пехоты, по большей части, не допустить занятия противником укрепленных позиций. Это не значит, что пехота совсем не участвует в боях. Вот, к слову, под конец недели мы видели пример ближнего стрелкового боя между украинскими и российскими солдатами в районе села Торское на Лиманском направлении. Но в целом теперь вот такая вот общая практика по ВСУ. Если ты сидишь на позиции и видишь, как идет группа противника, пропусти, пускай с ними разберутся дроноводы. Помимо того, что мы из этого теперь постоянно будем видеть типа диверсионные группы, это также создает дополнительную нагрузку на подразделения беспилотников. Раньше им нужно было следить только за передовой. Кто, где перемещается, где наступает противник, с какого направления сейчас пойдет атака и так далее. Теперь же нужно следить и за передовой, и за своими же тылами. Потому что в любой момент в
в 5-километровой зоне от передовой могут оказаться российские солдаты. Также Майкл Кофман подтверждает мое предположение, что российским штурмовикам ставят задачу зайти как можно дальше вглубь украинских позиций. То есть нет приказа закрепляться на первых же укреплениях. Нужно идти дальше, пока идется. По словам Майкла, фронт российско-украинской войны образца 25 года – это позиции, удерживаемые группами по 3 человека, между которыми большие промежутки. Это не огневые позиции и не наблюдательные пункты, а разреженная линия, где пехоте часто приказывают не высовываться без крайней необходимости. Многие любят сравнивать эту войну с Первой мировой, говоря, что это окопная война. Нет, сейчас это не окопная война. Это война одиночных огневых точек, хорошо укрепленных и замаскированных в лесополосах, зданиях, подвалах или густых лесах. Открытые укрепления, то есть те самые окопы и траншеи, солдаты считают самоубийственными, их никто не держит. Майкл говорит, что основная проблема ВСУ на фронте прямо сейчас, помимо самого факта дефицита пехоты, это политика удержания каждой позиции, даже в условиях почти полного окружения или невыгодного рельефа. Вместо того, чтобы отступать ради изматывания противника или проводить мобильную оборону, командирам ВСУ приходится удерживать неустойчивые рубежи. Российская армия также явно старается всячески растянуть фронт, растянуть украинские резервы. Поэтому мы и видим, что и на запорожском направлении тоже не так давно активизировались и начали наступать. Сначала захватив Каменское, а затем атакуя село Плавни и поселок Степногорск. Кофман также отмечает, что нет никакого летнего наступления, про которое так любят писать СМИ и телеграм-каналы. Я же говорил, наступление, которое ведет сейчас российская армия, началось не летом и закончится оно тоже не летом. Послушав все эти рассказы о серьезном кризисе с личным составом ВСУ, вы могли сейчас сильно напугаться. И наверняка опять хотите спросить про крушение фронта, масштабные прорывы и так далее. И вот здесь мы чуть-чуть расходимся в позициях с Майклом. Как я уже говорил, я считаю, что неминуемой угрозы катастрофы нету. Что если ситуация станет сильно хуже, то можно будет ужесточить правила мобилизации и более или менее оперативно призывать в войска большее количество человек. Сейчас этого не делают по политическим причинам, как мне кажется. Майкл же призывает все же не быть слишком беспечными, что однажды, когда-нибудь, соломинка может и надломиться. Но здесь мы уже залезаем в вопросы внутренней политики Украины, в которой я не смыслю ничего. Тем более я-то пытаюсь оценивать ситуацию рационально, оперируя цифрами потерь и мобилизационных резервов. А политики порой действуют иррационально. Но пока что по войне тупик. Да, вот такой странный тупик. С теми самыми типа диверсионными группами в Покровске, пиар-акциями в Часовом Яру и проскальзыванием целых колонн бронетехники мимо украинских позиций. Потому что если смотреть с общего масштаба войны, все перечисленное кардинально ситуацию по войне не меняет. И на данный момент нет никаких признаков того, что война в этом году каким-то образом закончится или будет заморожена. Скорее всего, в 2026 году война будет продолжаться, и вы по-прежнему будете видеть сводки со мной. Что касается ультиматума Трампа. Как вы знаете, американский президент сократил срок ультиматума для Путина. Если раньше он давал ему 50 дней на то, чтобы закончить войну, то теперь только 10 дней. Он ждет решения ситуации до 8 августа. И я считаю, что то, что произошло под конец недели в Киеве, следует воспринимать как ответ Путина на этот ультиматум. По Киеву прилетели 300 беспилотников и ракеты. В итоге погибло больше 30 человек, и более полутора сотен были ранены. Я считаю, что такое действие следует воспринимать как большой посыл на 3 буквы со стороны Путина в сторону Трампа. Как он на него ответит? Ну, посмотрим. В начале недели он сам говорил, что ведет пошлины, но не уверен, что они подействуют. Потом его выбесил Дмитрий Медведев, и он приказал разместить в соответствующих районах 2 атомные подводные лодки. Ровно через неделю, в следующей моей сводке, мы узнаем, чем закончится ультиматум Трампа. Так что увидимся с вами через неделю. Пока.